Всем большой привет, добро пожаловать на мой канал, он по-прежнему о творчестве и маникюре, а я Татьяна Бугрий. Сегодня у меня целых 2 теста продуктов с результатом носки в конце ролика. Как вы любите? И у меня к вам вопрос. Случалось ли у вас такое на практике, что 2 материала не подружились между собой, и один скололся от другого? Вот и у меня такое же произошло. Здесь причина первая – это конфликт материалов, непонятно, какие причины могут этому поспособствовать. Но и второе, вытекающее из первого, это неопиленная поверхность предыдущего покрытия и не прокрашенная эта же зона базой. Вот и сколы. Обычно мы базой промазываем только натуральную часть ногтя. Но когда меняем материалы, то есть на одном ногте встречаются 2 разных фирмы, лучше перестраховаться. В этот день я еще и аппарат новый тестила, но сегодня не про него, потому что этот обзор уже вышел на моем канале, вы можете посмотреть его. Если пропустили, то постараюсь не забыть оставить ссылку на это видео в инфобоксе под роликом. Но если вдруг вы ее там не нашли, пишите в комментариях, я ее добавлю. Просто записываю ролики я сейчас наперед, и в момент публикации уже могу забывать, чего там наобещала в них. Бывает. Все это для того, чтобы у вас была возможность наблюдать не только коррекцию, обзор, но и результат носки покрытия. Мне кажется, это важно. А для этого должно пройти время. Итак, я сняла покрытие до тончайшей подложки и пилочкой убираю ее полностью, одновременно опиливая и натуральную ногтевую пластину. Пилка стоит параллельно плоскости ногтя. Тогда вначале абразив сносит пороги из материала, а после начинает касаться уже непосредственно самого ногтя. И все вместе равномерно мы опиливаем. В результате получается идеальная поверхность, что нам и требуется для последующего покрытия. Ногти очень короткие, поэтому форму овал классический я выполнила. И далее приступаю к маникюру. Первое, чем занимаюсь, открываю карман для работы фрезой. У клиента не широкая ленточка кутикулы, но сдвигая ее, вижу, что много птеригия на ногтевой. Вернее, количество птеригия обычное, но он такой мясистый. Не тонюсенькая пленочка, как обычно. И это будет основная зона работы фрезой пламя. Так как боковые валики невысокие, боковая складка находится в доступе, ногтевое ложе короткое, а значит и линия по боковушке тоже не длинная. Мелочи, конечно, но быстрее обрабатывается эта зона. Кстати, часто ли клиенты просят у вас побольше выкусить боковушки, которые им мешают, цепляются и так далее, как бы нарастают быстро? Я выполняю их просьбы. Не режущим инструментом, конечно, дополнительно и более усердно фрезой могу там пройтись, поработать, но при этом объясняю клиенту, что это защитная функция организма. Чем больше агрессивного быта, манипуляциях с ними, тем сильнее они будут обрастать, собственно, защищаться. Плюс не нужно пренебрегать увлажнением и питанием кожи рук, а с плотной грубой кожей можно даже использовать крем с мочевиной 10%. Руки будут становиться заметнее и опрятней, кутикула и птеригии приструненные, и боковые меньше будут нарастать автоматически.
чтобы срезать, двигаемся по контуру кутикулы, выполняя развороты в синусах. И готово. Плотную кожу, слегка сухую, я могу заполировать после среза, чего не делаю на обычных руках. Но делаю это не просто фрезой, а по ремуверу. Ставлю небольшие капельки средства, распределяю его по первой фаланге пальца и прохожусь фрезой. Ремувер здесь нужен для того, чтобы чешуйки сухого эпителия с легкостью отшелушивались, слетая такими катышками. Без ремувера они просто заглаживаются, а после снова поднимаются дыбом. Поэтому этот способ эффективнее. А сейчас обзор. Это посылка от фирмы Modelones, и они прислали мне 2 палетки с гель-лаками. Они выглядят как тени или как помадки. Сзади указана их цветовая комбинация. Открываем. Зеркальца здесь нет, но оно нам и не нужно. Защитная пленка, которую нужно отклеить, и... Вау, как красиво, какие нежные цвета. Все они такие сложно сочиненные, сочетание хаки и отдельная категория с натуральными цветами. Они все как-то очень вкусненько выглядят. А вторая палетка с яркими. И открываем. Ого-го, вот это вырви глаз. В каждой палетке была и вот такая кисть, лепесток для нанесения. Убираем с нее транспортировочный клей, и она готова к работе. Так все идеально, что не хочется портить. Я набрала немного продукта, и это плотный по пигменту цвет. Пока не определилась, как я его буду называть, что это гель-лак, гель-краска, крем-краска, лакокрем, крема-паста. Ну, в общем, разберемся. Какое-то из названий точно приживется. Самая прелесть того, что они совершенно не текут. Не будет никаких затеков под кутикулу, и за счет удобной кисти их проще нанести. Еще в посылке была лампа. Она по форме напоминает мне мою любимую и незаменимую лампу, как раз таки за счет приоткрытой задней части. И я подсматриваю в нее и контролирую положение руки клиента. Мощность в этой лампе 48 Вт, она очень легкая, без дна. Таймер у нее на 30, 60 и 90 секунд, есть табло. Снижение мощности включается на кнопке 90 секунд. Вначале загорается с уменьшением мощности, затем загорается поярче автоматически, чтобы постепенно увеличивать мощность для комфорта клиента. Эта версия лампы, как мне кажется, облегченная и упрощенная, займет немного места, так как она без дна, будет довольно-таки компактной, особенно это пригодится, если вы возите с собой материалы и подрабатываете, выезжая на дом. После маникюра с ремувером нужно отправить клиента вымыть тщательно руки. И далее переходим к покрытию. Обязательно обезжириваю ногти, если клиент куда-то отвлекался. Далее бескислотный праймер наношу и базу. Взяла вот эту по старинке, она кислотная, бюджетная и рабочая. Использую только в качестве подложки. Собственно, как и заявлено было для таких баз. На ней нет пометки Rubber, это я вам на заметку ставлю, потому что есть и такая база в этой фирме. И наношу ее не просто тонким, а втирающим слоем с помощью отдельной кисти. А далее беру в работу продукт, который уже тестила. Было видео на эту тему с обзором и также с фрагментами, как относился этот материал. И после этого я начала его испытывать еще более с экстремальной толщиной. Сейчас это происходит буквально на ваших глазах, поэтому подсядьте поближе к экрану. Сейчас это укрепление натурального ногтя, и что еще более необычно для моей техники, этот гель я оставлю с натуральным кончиком, не буду его выпиливать. Обычно в такой тонкий слой гель откалывается от ногтя. Посмотрим, как произойдет в этот раз, ведь он должен амортизировать, не ломаться и не скалываться за счет своего уникального состава. Посмотрите, какие ультра тонкие торцы получились. Это какая-то фантастика, и кажется, как будто бы это даже нереально. Практически вровень с натуральным. Какие будут ваши ставки? Об этом мы узнаем позже. А теперь к цветному покрытию. Я выполню вертикальный градиент и дизайн в технике двойного мазка. На одну половинку ногтя я наношу цвет бирюзовый из яркой палетки, а вторую половинку закрашиваю нюдовым цветом. Нужно приноровиться с набором количества этого цвета. Его нужно совсем немного. Благодаря хорошей пигментации он экономичен в своем расходе. Градиент делаю элементарно просто, перетягивая один цвет на сторону другого и обратно. Еще пару движений, и растушевка готова. Получилась она очень плавной. Пока я создавала градиент здесь, половинка ногтя на мизинце
уже была нанесена. И она за это время абсолютно не потекла, ничего не запачкала. Ну это просто фантастика, я обожаю это. Он стоит строго тем же контуром, как я его там и нанесла. У меня, кстати, к вам вопрос. Как бы вы назвали этот продукт? Потому что я за все это время так и не придумала ему название. Может быть, вам уже какое-то название примелькалось. Я не знаю, там сухой лак, крем-лак, крем-гель, ну вот что. Я даже не знаю, вот какие ваши варианты. Мне пока что ничего не прилипло. Отличие крем-лака от гель-краски в том, что гель-краска — это твердый продукт, и на покрытии гель-лака она трескается. А вот у крем-лака производная гель-лак, и получается гибкое цветное покрытие с помощью удобного нанесения. И, конечно же, да, получается довольно тонкий слой. Мне очень нравятся этот и подобные материалы. Те, кто пробовал заказывать с Алика такие палетки, разочарованы количеством материала, да, продукта. Здесь же я вижу много продукта, специально доковырялась до дна, чтобы показать вам, что ячейка довольно глубокая. Думаю, здесь хватит на несколько маникюров, если вы будете выполнять однотонное покрытие одного цвета. Кстати, эту палетку очень удобно взять с собой. 9 цветов и так компактно. Еще и ничего не растечется, можно не бояться. Вот такие нюансы, плюсы я отметила. И далее приступаю к дизайну. Здесь я взяла 2 цвета гель-краски уже, смешиваю их в градиент на плоской скошенной кисти и рисую лепестки. Ноготь у нас здесь небольшой, но сделав миниатюрное выполнение, получается целая композиция. Рисую я скошенной кистью номер 2 от Рублев. Всегда есть те зрители, кому не по душе приходится дизайн, и это в каждом видео. И, конечно же, такие высказываются чаще и громче, чем те, которым понравился дизайн. Поэтому буду рада вашей поддержке в комментариях, если вам нравится, когда я делаю дизайны в видео. Конечно же, они всегда разные, от минимализма до яркой росписи. И все для того, чтобы было в этом плане разнообразие. Угодить всем, конечно же, невозможно, и это нормально. Но вот совсем немного поддержки в виде комментария или просто лайка, если у вас на это нет времени, мне будет очень приятно. А я вот, мне кажется, сейчас подпортила дизайн слишком длинными листьями, которые смешались как-то с цветами, немного разбавлю точками, конечно, в сердцевинках. И думаю, под матовым топом этот дизайн приобретет необходимые краски. В итоге матовый мы сделали не только на дизайне, но и на все ногти. Градиент в пыльный цвет получился замечательным. А матовый топ его не испортил. А вот то, как относился маникюрчик. Без сучка и задоринки. Это что-то с чем-то. Я очень рада, и в следующий раз буду тестить этот гель на квадратиках. А сегодня у меня на этом все. Всем спасибо за просмотр, что были сегодня со мной. И до скорой встречи в новых роликах. Пока-пока.